Ребята, всем огромный привет! Не могла вам этого не показать. Помню, что бутоны были на этой хое. Это хоя Карноза триколор. Ух, она вредина была у меня когда-то. И я, кстати, забыла, что она там растит втихаря бутоны, а я совсем забываю взглянуть, что на тех бутонах. И сегодня прихожу, и здесь такая красота, девчонки, мальчишки, посмотрите, какая красота. И это так много и так богато. Посмотрите, я вот пытаюсь вам... Ой, посмотрите, какой шар огромный. Просто огромный ароматный шар. Но сейчас вот как раз вечер, и сказать, что прям сильный-сильный аромат, нет. Я не скажу, что он какой-то яркий, прям очень. Вот отличие от Лизы у нее в том, что она ненавязчиво ароматит, она вам не доставит хлопот. Посмотрите на эту прелесть, да? Мне, как обычно, неудобно снимать. Хочется вот как-то это рассмотреть поближе. Вижу нектар на цветочках. Очень замечательно. И вы знаете, она же хотела у меня, я вам рассказывала, уйти в зелень, но я ей не дала. Я ее обрезала, зеленую ветвь, и она дала вот веточку вот с таким розовым черенком и начала растить мне такие красивые варигатные листики, опушенные с обратной стороны. То же самое сейчас полюбуемся с вами. И я, отправляясь на новую почту, несу девочкам, желающим приобрести серебряную хою. Они мне написали, это точно так, как здесь был зеленый черенок, ушла в зелень. Точно так моя принцесса, Аргентия принцесс, ушла просто вот в одно сплошное серебро без варигатности. И вот сейчас я ее черенковала, и уже много девчонок получили ее. Надеюсь, вы мне отпишитесь, как там с корешками, кто как ее укореняет. И, в общем, это вот такие вот карнозы. Именно вот видео сегодня про карнозы. Вот про эту карнозу и рассказываю прям вам про серебряную принцессу. Она уже у меня по одному череночку все меньше и меньше становится. Знаете, по одному узлику отрезаю. И порадует девчонок. Ну, может быть, хотя очень маленький процент, что у кого-то она начнет расти по сорту, так как у меня там полностью ветка серебряная, а-ля New Host. А это прям вообще. Это цвела бы точно так же и на зеленом черенке, если бы я не обрезала, и она бы полностью ушла в зелень. Возможно, через время она где-то бы дала точку роста и вот дала бы вот варигатную веточку. Но это нечто. Она прям, знаете, под цвет своего черенка, цвет черенка и цвет цветения прям. Знаете, я держу эту гроздь, прям не боюсь, что она у меня обломится. Очень еще только недавно распустился, видимо. А может быть и сегодня. Вижу, что еще не расправленные лепесточки. Гляньте, какая прелесть. Ой, у меня теперь на руках, девчонки, нектар. Такой интересный. Ну, больше такой травяной запах. Смотрите, какая это прелесть. Просто вау. Хочется любоваться, любоваться. Вот сейчас даю себе 2 минуты полюбоваться. И отправляюсь, отсылаю хоечки. И у меня тоже. Вы думаете, я только их отсылаю? Я еще их и получаю. Покупаю тоже. Спрашивали меня в комментариях: Аня, какие твои вот последние вот хотелки? Сейчас я покажу вам, схожу на почту и покажу, там уже приехала моя очередная хотелка. Она у многих из вас есть, вы вряд ли удивитесь. И у меня есть наподобие хоя, похожая, но та, которая приехала сегодня, я надеюсь, что она хорошо добралась. Она прям вау такая, знаете. Даю наводку, у нее очень такие контрастные венки. Классная. Вот мне-то прям захотелось. А из самых-самых последних у меня вот
ЕТС, ой, ЕПЦ 260, вот это, которую я уже пересадить успела, и она корнями обзавелась. И вот этот листик у меня вырос. Я вам прям постоянно ее показываю, потому что она мне очень нравится. Очень нравится. Я вижу, что она уже просыхает, но сегодня уже не буду поливать. Я смотрю на Ceramys. Если он еще яркий, значит еще потерпит. И из последних вот это тоже пересаживали с вами. Это Isensis. Ледяная хоя. Растит у меня второй листик. Вот этот вырастила и вот этот. Она считается, видите, серебряной хой. Классно. В общем, вот такие дела. Это две вот самые-самые последние. И сейчас приедет еще одна. И в пути, может быть, я даже в этом видео покажу, а может в каком-то следующем проходе видео. И еще один черенок выехал из Запорожья. Черенок, который приедет ко мне завтра, не сегодня, из Запорожья, он такой, знаете, черенок по цене приличный. И буквально год назад он вообще был для меня недостижимой целью. Но, как мы знаем, цены на растения в зависимости от предложения на рынке изменяются. И очень часто в меньшую сторону. Особенно это касается хоечек. Когда мы покупаем, начинаем их размножать, и постепенно удовлетворяется спрос. А, как мы знаем, цена рождается спросом и предложением. Поэтому, когда я увидела доступную для меня цену, более или менее, конечно, всегда хочется купить дешевле. Но я там выбрала череночек, который остался, он с одним маленьким листиком. Но я надеюсь, что у нас с вами все получится. И мы с вами будем еще на одну красивую хоечку любоваться. Но гляньте на эту прелесть, а! Она и так хороша. А вот с таким вот, с такой красотой, я прям не знаю, как это. Это просто вау-эффект. Гляньте, сколько их там, я не знаю. Наверное, к 3 десяткам, да, цветочков этих приближается цифра. Мне так кажется. Первое цветение, поздравьте меня. У кого карноза триколор цвела, я думаю, вы знаете, как это происходит. Вы знаете, мне нравится, что она ненавязчиво пахнет. Меня не будут ругать мои домашние. То есть ее можно отправить на ее место. Никто даже не заметит, что она там цветет и радует. Смотрите, какой красивый черенок. Вау. Я прям на него любуюсь, трогаю его. Такой опушенный, такой вау, классный, нежный. Так, девочки, отправила вам принцесску. Хочу, чтобы у вас у всех, кому я отправила, все получилось, чтобы она укоренилась, и чтобы она по сорту стала расти, давать листики. Конечно, я понимаю, что это большой вопрос, но все же. А сейчас я иду, возьму себе капучинку в автомате. Бо что-то я и иду за хоечкой, за своей, за красивой. Здесь иду, тут липа у нас цветет со всех сторон. Видео снимаю, когда цветет липа. Может, у вас раньше, может, у нас позже. Тут такой запах стоит, духман просто духман. Ах, чулиповый мед. Вот что, а логистика у нас отлично работает, ребят. Только заказал, на следующий день уже все у тебя. Замечательно. Допиваю кофе. И вот думаю, где бы нам тут упасть, чтобы распаковать посылочку. Мне охота домой идти. На улице прекрасная погода. Люблю вечером гулять в летний период. Сейчас посмотрим. Я сейчас вот допью кофе, и где-то мы с вами упадем. Я уже тут прорабатываю в голове локацию. Ну, конечно, будет... Ну, она маленькая, она вот такая небольшая посылочка. Тяжело будет одной рукой, но думаю, мы справимся. Я вот думаю, вот там вот
на камнях упаду. Там детвора бегает. Мне нравится здесь у нас, в нашем небольшом сквере. Вы его часто видите сверху. Вид сверху с моего балкона. Посмотрите, как он сейчас выглядит изнутри, так сказать. Так, ну вот тут хорошее местечко, да? Я люблю этот камень, он такой высокий. Так, так, так. Ой, сейчас. Никак кофе не выпью. О, уселась. Сейчас скотч немножечко поддену и раскрою. Смотрю, сколько я шагов сегодня прошла. Ну, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Надо вообще 10 тысяч, мне хотя бы 8. Вскрыла. Вскрыла. О, Господи. Видать, не совсем вскрыла. Сейчас, девочки. Ну, я очень... А, тут что-то еще держит. Ух ты. Черный ящик. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Переживала хозяйка, завернула. Я надеюсь, что с ней все хорошо. Что она такая маленькая? Вот она. Вот она. Вот она. Девочки, да, да, да. Это калистофила. Калистофила вена. Сейчас мы ее откроем, посмотрим и на корешки. Что-то я здесь... Собаки гуляют. Что я здесь пытаюсь достать. Сейчас, девчонки. Пытаюсь достать. Боюсь, что я достану вместе с этой вот ленточкой. С корнями вместе. Но моя калистофила, которая калимантан, она совсем не такая. Ну, как бы, надо посмотреть рядом. Да, хорошо, что я это сделала на природе, то я бы дома насорила. Где наши корни? Ну, вот корешки. Вот они, корешки. И вот здесь такой вот усик даже уже, но он присох. Такая вот калистофила вена. Да? Вена. 22 мая, что ли, высажена. Ну, число 22 мая. Прикольная. Так что мне нравится. Калистофилы вообще крутые. Мне кажется, что они одни из самых симпатичных калистофилы, да? Они разные. Я спросила у хозяйки черенка, говорю, а у вас есть, которая Black Cat? Но она мне говорит, что Black Cat не такой яркий, не с такими яркими прорисовками. Не такой яркий, как калистофила, именно вена. Девочки, ну что скажете? Завтра приедет ко мне еще одна хоечка. Да дорогущая до ужаса. Ну как, она такая, не бюджетная. Там один листочек, но она прикольная. Встречайте калистофилу вену. Будем наращивать корешки. Я так понимаю, что это торф, наверное. А внизу для дренажа пенопласт. Ну что, выходим, да? Такая бодренькая. В общем, сейчас это все уберу, допью кофе и пойдем до дому. Понесем это счастье. А, вижу, есть дренажное отверстие, значит, надо в еще один стаканчик засунуть, иначе я начну поливать, и это все выльется у меня на подоконник. Так, я уже полила ее, смочила немножко, поставила в двойной стаканчик и хочу сравнить со своей калистофилой. Ой, ой, ой. Ну, не знаю. Разные. Ну, наверное, моя слишком светлая, лаймовая прям, потому что она под подсветкой. Вообще мои тоже, в принципе, вены такие приличные. Но здесь фон другой, видите, такой зеленый. От чего зависит, не знаю. Прям интересно, интересно. Калистофила калимантан, вот это. Калистофила вена. Знаете, такое
скрадывается чувство, что, возможно, из-за того, что они так похожи, как будто это одна и та же хоя, просто выращена в разных условиях, поэтому по-разному выглядит. Ну, не знаю, калистофилы у всех тоже разные. У кого-то в тенечке она более темная, у меня вот яркая. Кстати, сегодня я поливала здесь и увидела, что вот этот ус, который у нее ушел вообще неприлично далеко. И вот он уже, знаете где? Он вон там, вон уже, в углу. Вон, видите, вот там, вот это он, вот это, которая справа. Вот это она. Можете себе представить. А у меня была идея ее вытянуть и закрутить вот так опору. Но теперь я что-то отказалась от этой идеи. Надо ее взять, покупать. Замараха она у меня. Замараха. Ну такая же плотная, красивая. Цвести любит. А опять бутоны растит здесь. А опять бутоны растит здесь. И там дальше тоже бутоны. Девочки у меня просили ее. Я говорю, девочки, ну как же тут еще ус вот метровый уже. И без листьев. Ох, она все цветет и цветет без конца. Кстати, сейчас я вам покажу. Сразу пользуясь случаем. Сейчас я гунин-гадинг сниму, девчонки. Как там, кстати, череночки? Дали корешочки? Вот я здесь обрезала девчонкам. Смотрите, какой у нас ус огромнейший. Длиннющий дала наконец-то. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Каудата Голд. Мне сказали, что вроде как это у меня не Orange Flower, а именно Gold. И вон опять она цвести собирается. И вот здесь. Короче, она себе цветет. И вот здесь. Я сегодня все пролила. И вот такой огромный усик. И я так жду здесь листиков таких красивых. Ой, в общем, вот такие дела, девочки. А, о, кстати, здесь можно поближе поставить. И посмотреть. Да? И вроде похоже, и вроде одно и то же, и вроде и нет. Да? Ну, разные. Ну, будет у меня теперь 2 калистофилы. И я этому рада. Ну, Кэт, наверное, я уже не буду Black Cat покупать. Мне кажется, это то же самое. То же самое под разным соусом. Да? Все. Всем обнимашки. Всем мира и добра. Всем хорошего настроения. Мирного неба. Позитивного мышления. Обнимаю вас.